Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. И это понятный подкаст. Нет, это не понятный подкаст. Дал я... Как это сказать? Маху. Дал я маху, да, друзья. Дал я маху. Промахнулся, Макс. Это непонятный подкаст, хотя подкаст у нас тоже есть. И он понятный. И он понятный, да. Видео непонятное. Это видео будет непонятным. Друзья, точно будет непонятным. Поэтому, если вы хотите получить транскрипции, дополнительные материалы, прочитать текст этого видео и подкаста тоже, то, друзья, присоединяйтесь к membership-программе. Информация внизу. Юля, да. Раз я дал маху, давай ты не будешь давать маху. Расскажи, пожалуйста, слушателям или зрителям, о чем мы вообще говорить сегодня будем. Мы хотим поговорить о той лексике, зачастую очень непонятной, которую используют в разных российских русскоязычных компаниях, преимущественно IT-компаниях, но не только, и поговорить о том, как же русский язык зачастую трансформирует какие-то английские слова. Угу. То есть мы поговорим про профессиональном жаргоне. Да, профессиональный жаргон — это на самом деле есть такой термин профессиональный жаргон. Это тот набор лексики, которые используют разные специалисты. Вот, потому что мы понимаем, что у врачей есть своя лексика, там, связанная с латынью, у юристов своя. У юристов тоже своя лексика, ты можешь их не понимать. И в современных IT-компаниях, а Юля сейчас работает в большой, известной IT-компании русской, и мы хотим поговорить про слова. Помимо медицинских терминов, юридических терминов, сейчас, как мне кажется, образовался целый пласт лексики, который используют в IT-компаниях или близких к IT-сферах, да, каких-то... Что? Не знаю. Давай сначала вообще. Смешок попал. Господи, просто смешок попал. Я не знаю. Ой. Но помимо давно сложившейся медицины... Ну все, короче, я увольняюсь. Максим косит, у него слезы текут, он красный. Что-то изменилось за последние 5 минут. Но сегодня мы поговорим не о медицинской и не о юридической лексике, которая складывалась на протяжении десятилетий. Может быть, даже тысячелетий. У тебя будет новый собеседник. Привет. Так вот, Филя, складывалась разная лексика. Лексика одна входила, другая лексика выходила. И в этот момент один умный человек понял, а почему бы не написать словарь, чтобы всем было понятно, какую лексику использовать. Но лексика не использовалась. Филя, лексика не использовалась. Я сам не понимаю, о чем я говорю. Филя, ты хоть понимаешь? Филя, ты понимаешь? Филя, ты понимаешь? Сегодня мы хотим поговорить про тот жаргон, который используется в корпоративной русской современной среде, в больших корпорациях. Как там люди говорят? Друзья, люди там говорят не на чистом русском языке. Пушкин сейчас плачет кровавыми слезами, потому что так, как говорят в этих компаниях, все эти заимствованные слова и англицизмы
Так вообще нельзя говорить. Вот. Мне кажется, это больше применимо к IT-компаниям и компаниям, которые работают в сфере технологий различных. Наверное, не во всех корпорациях будет использоваться столько англицизмов, как в мире IT-компаний. Но я работаю как раз в одной IT-компании. И при этом айтишники хреново знают английский. Да. Англицизмы давай. Да. Вот. Окей. Простите. Вот, поскольку я работаю в крупной IT-компании, пока еще, я составила список слов, которые довольно часто используют мои коллеги, и я тоже, в ежедневной коммуникации. И сейчас... В ежедневной коммуникации. Ты хотела сказать в ежедневном общении. Ежедневном... что со словом коммуникация? Так. Да нет, все так. Тоже заимствованные слова. Ну окей, нет, друзья, на самом деле я, конечно, шучу. У меня было видео, вот здесь сейчас появится тут ссылочка, видео про заимствованные слова в языке. О том, почему это нормально, почему я не люблю так называемых граммар-нации, то есть людей, которые вечно тебя поправляют, которые борются за чистоту языка и так далее. Да, интересное, кстати, название граммар-нации, да, такое, тоже не совсем политкорректное, наверное. Ну да. Но я вообще не политкорректный человек. Окей, это другой разговор. Короче, у меня было видео, я объяснял, почему заимствование — это хорошо. Вот, посмотрите это видео, если вам интересно. Сегодня мы про специфику жаргона в именно IT-компаниях. Давай, да. Юля. Сейчас я буду приводить примеры таких слов и попрошу тебя отгадать. Давай. Предположить, Давай. что же это может означать. Давай. И наш первый лот, первое слово — синкануться. Синкануться? Коллеги, нам надо с вами синкануться по этому проекту. Ну, очевидно, to sink означает утонуть. Коллеги, нам нужно с вами утонуть или совершить самоубийство, потому что мы все просрали. Мы не смогли сделать этот проект, мы не смогли добиться успеха, поэтому нам нужно утопиться. А вот и нет. Вот это нам придется сделать, если мы с вами не синканемся, потому что синкануться используется в значении засинхронизироваться, обменяться каким-то актуальной информацией по проекту. Синкануться. Синхронизация. Ага. Ну, понятно, to sync. Да. Ну, блин, засинхрониться, я бы понял. Да. Нам нужно синхронизироваться, но это длинно, да? Нам нужно синхронизироваться. А тут синкануться. Синкануться, да. Ну, блин, звучит как нужно... Утонуть. Для меня звучит как нужно утонуть, да. Хорошо. Ладно. Я не люблю это слово, на самом деле. Синкануться. Мне оно да, не нравится. Давай так, из 5 баллов этому слову ставим 2. Да. Звучит неприкольно. Заапрувить. Ну, понятно, заапрувить, подтвердить что-то, да, подтвердить. Ну да, то есть одобрить. Одобрить, еще. да. Одобрить, да. Одобрить, подтвердить. То есть, например, ты сделал какое-то изменение по проекту, и с коллегами вам нужно вместе одобрить, да, например, с твоим руководителем одобрить. Очень активно используется заапрувить. Мне нужно, чтобы мой лид, да, так Да. вы называете сейчас. Лид. Не говорите руководитель, Нет, используется лид. только лид. Ну, преимущественно лид, да. Блин, да, интересно. Хорошо. А товарищ начальник? Нет? Нет. Босс? Нет. Какие там еще были? Шеф? Нет. Сейчас говорят лид, тимлид. Лид. Причем лид. Да? Лид. Ну, лид, но мы же говорим по-русски. Ну да, лид. Лид. Да. Но это лид, который... Как лидер, который да? лидер, который лидирует. Иногда он тянет тебя, да, вверх, иногда он тебя тянет вниз. Ну да, заапрувить следом. Да. Мне нужно заапрувить это следом. Или мне нужно, чтобы лид это заапрувил. Ну и так можно. Да? Ну окей, Да. понятно. Разговорный язык. Хорошо, да, то есть лид — это начальник, босс, и заапрувить — это... Ну, что-то Одобрить. Одобрить, да. Мгм. Хорошо. Я ставлю 4. 4. Да, мне кажется, заапрувить. Я периодически
мне не нужно, чтобы кто-то апрувил. Да, наверное, поэтому мои видео получаются не очень хорошими. Ну ладно, продолжай, пожалуйста. 4 из 5. Хорошо. Митинг. Митинг, понятно. Мы все еще имеем русские паспорта, поэтому я не могу скандировать это, но давай мягко скажем, перемен, можно так говорить сейчас? За это в России не будет проблем у тебя или за границей? Зависит. Давай, ты выходишь с транспарантом, и ты говоришь: перемен требуют наши сердца. Кстати, друзья, эту песню группы «Кино», песня, которая была протестной в СССР и которая стала протестной в современной России, про эту песню и про ее смысл я говорил в этом подкасте. Вот здесь будет название подкаста. Послушайте подкаст, и вы поймете. Окей, хотя песня вообще изначально не имела протестного смысла. Но ладно. Стала символом. Да. Митинг. Для меня митинг — это в первую очередь я не могу говорить такие вещи. Мне, понимаешь, самоцензура, у русского человека, русская душа, она открытая. Когда ты говоришь о водке, о своих, не знаю, чувствах, эмоциях, о чем угодно, окей, о чем угодно, кроме политики. Поэтому я не могу открыть свою русскую душу, когда я говорю на эту тему. Но для меня митинг — это протестная акция. Да, но на самом деле тут прямой перевод с английского. Митинг — это встреча. То есть, коллеги, давайте сегодня пойдем на митинг. Пойдем на митинг, наверное, такое я не слышала. На митинг, потому что подразумевает открытое пространство. Назначить митинг, поставить митинг в календарь, митинг в календаре. А почему встреча не используется? Встреча же абсолютный аналог. Аналог, да. И не знаю, я, например, стараюсь использовать... то есть у меня в календаре стоит встреча потому-то, но митинг все равно употребляют. Давай мы сейчас закончим со словами и поговорим про то, почему вообще используются эти инородные слова. Да, давай еще 2 слова, Давай. Пингануть. Пингануть, я как бывший айтишник, конечно, знаю. Пинг — это посыл эхо-запроса на, машину, которая тебе отвечает, присылает ответ, и ты смотришь, есть ответ или нет от сервера или от какого-то устройства, до которого ты хочешь проверить сигнал. Изначально так. Да, пингануть... кстати, да, пингануть же означает... Так нет, подожди, смотри. Пингануть означает послать запрос к какому-то устройству, чтобы проверить его состояние. Угу. Он жив или он мертв? Да? Есть сигнал или нет сигнала? То есть, но пингануть в обычной жизни сейчас означает напомнить о себе. Эй, а что там с нашей встречей? Встреча будет или не будет? Да. То есть как это перевести? Это действительно в значении напомнить о себе, о договоренностях. Например, мы работаем со студентами, они у нас учатся различным, IT-специальностям, скажем так, и очень употребимое слово у всех кураторов — это пингануть студентов. Куратор курса, куратор онлайн-курса. Да, пингануть студента, то есть написать студенту в личку с тем, что «как у тебя дела?». То есть напомнить о чем-то. Напомнить о чем-то, да. Или мы можем употребить в значении, надо пингануть того коллегу, потому что он 2 дня нам не отвечает. Угу. То есть, в значении напомнить о себе. Да, напомнить, выяснить что-то. То есть сделать какой-то
какое-то действие как бы поворошить, то есть вот Да. добиться ответа, получить ответ Получить какой-то. ответ, Да. да. Ну, 5, я ставлю 5 из 5 слову «пингануть», потому что, ну, оно просто необходимо, я считаю. Нет никакой замены этому слову, и оно короткое, оно, не знаю, как бывший айтишник, мне оно немножко ласкает слух. Пингануть. Вот, да. Окей, давай еще одно. И еще одно слово тоже очень употребимое в командах разработчиков, айтишников — дейлик. Как? Дейлик. Дейлик? Дейлик. Ну, я подразумеваю, что это ежедневная встреча. Да. Типа daily meeting. Daily meeting. А, так и есть? Да, то есть дейлик — это ежедневная встреча, там, например, утром команда... Как пишется? Дейлик. Дейлик. Через К. Дейлик. Через К. Да, то есть, по сути, русский язык из слова daily meeting сделал уменьшительно-ласкательную форму дейлик. Это такая маленькая... Подожди. А русский ли язык сделал? Если мы берем daily meeting, может быть, есть английское слово daily с G на конце? Может быть, не знаю. Тут вопрос. А по-русски просто G в конце Ну, не daily будет G, как да. daily G. Мы не говорим так, действует правило оглушения, и мы говорим daily. Может быть такое? Daily meeting. Надо проверить, но в русском языке это закрепилось как дейлик, и это действительно какая-то встреча по планированию дня, где ставятся задачи, что сегодня кто из разработчиков делает. Давай спросим наших смотрителей, надзирателей. Так, ладно, эти слова будут здесь, чтобы вы поняли, в чем разница между смотритель, надзиратель И зритель. И зритель, да. Я имел в виду, конечно, зрителей. Да, друзья, пожалуйста, напишите историю или этимологию слова «дейлик». Может быть, это в английском и есть daily meeting, и есть такое, как daily, есть или нет? Напишите, пожалуйста. Ну вот в русском есть, не знаю. Да. Давай вкратце теперь поговорим про то, я не буду говорить, почему заимствование — это хорошо. Пожалуйста, посмотрите мое видео, большое видео, я долго готовился и объяснял, почему это хорошо, когда слова заимствуются, да, спасибо, Сабрина. Спасибо, Юля. Почему слова заимствуются, так? Заимствование, но заимствуются. Да, Макс учит русский язык на своем канале. Но как русский язык превращает нерусские слова в русские? Да, меня безумно восхищает то, как русский язык реально перерабатывает слова, и за счет добавления приставок, окончаний, делает, суффиксов. Да, приводит их в ту форму, в которой обычно в русском языке существуют глаголы, например, да? Глагол to approve, но мы не говорим approve. Approve это будет скорее существительное, получить да, approve. Получить approve, да, это будет... Получить одобрение. Да. А вот в глагол мы превращаем путем добавления приставки. Там. Не совсем верно. Смотри. Что самое интересное, да, approve, глагол на английском. Но в русском approve становится корнем. Да. Дальше у нас появляется approvить. Нам нужна приставка, чтобы окончание, чтобы он выглядел как глагол. Потому что approve — это существительное. Да, approve, approvить. Ага, уже глагол approvить. Но в русском языке есть глаголы совершенного вида и несовершенного вида. Поэтому мы не можем использовать только глагол approvить. Нам нужна еще одна форма — заапрувить. Это уже глагол совершенного вида. Что сделать — заапрувить, делать — апрувить. Мне нужно каждый день апрувить 5 проектов. Я заапрувил уже 10 проектов вчера и сегодня. Да? Да. То есть апрувить и заапрувить. То есть
ты получаешь два глагола. Пинговать и пингануть. Да, вот, иногда не только приставка, вы знаете, совершенный вид и несовершенный вид образуется по-разному. Иногда даже просто ударение смещается. А вот здесь пинговать и пингануть. Как это получилось? Что есть словарь, который сказал, должно быть заапрувить, но пинговать и пингануть. Нет, конечно, нет. Это, так работает язык. Поэтому у нас есть слово... а еще же есть слово, мы так говорили, я работал когда айтишником, пропинговать. Я пропинговал этот сервер. Я его пропинговал, то есть пинговал множество раз. Ну вот. И получается, что, несмотря на то, что эти слова имеют прямое значение в английском языке изначально, мне кажется, носителям английского будет достаточно сложно понять, о чем же говорят их коллеги, например, даже если они говорят с использованием вот таких Конечно. форм. Потому что от оригинала там остался такой вот корень. Пропинговать. Пропинговать. И вот пинг только, то есть невозможно, мне кажется. Можно, но не всегда это просто понять, в чем разница. Да, для меня пропинговать, пинговать, пингануть. Да. Что для тебя? Для меня в этом какая-то реально сила и мощь русского языка, то, как он это перерабатывает. Я абсолютно не из того лагеря, который, заимствование, это ужасно. Называется граммар нации. Чистота языка под угрозой. Язык должен меняться. Просто мы понимаем, что те слова, которые, не особо нужны, и, может быть, это какая-то дань моде, они не останутся, они уйдут. А те выражения, которых не хватает, просто потому что таких явлений раньше не было, они как раз, останутся, но русский язык их преобразует во что-то совершенно уникальное. Да? Да, друзья, и в этом главный... Это некоторым может не нравиться, да, тем, кто учит русский, но, друзья, это факт, что благодаря таким заимствованиям и переработке слов русский язык наполняется, развивается и живет своей уникальной жизнью, да, друзья? Да. Ну что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Если хотите полную транскрипцию, присоединяйтесь к мембершип-программе. Друзья, всего доброго, до встречи, всего хорошего. Чао! Пока-пока. Вот смотри, да, у меня здесь микрофон, да, у меня здесь стул, Так. здесь стол, телефон, футболка, не знаю почему, причем здесь футбол, штаны, тоже, вот платье, может быть, единственное русское слово, да. Давайте убирать все слова, давайте говорить это, давайте называть это говорилка. Нет, говорилка это я, получается, говорилка. А это кудоговоритель. Кудоговоритель, да, куда нужно говорить. Кудоговоритель, а это будет, что будет? Где сидетель? Где сидетель, да, где сидетель. А это на что еду клатель, на что еду кладитель, кладитель. Кажется, надо идти гулять. Согласна.